Привет, друзья! Меня зовут Аида. Вы на канале Russian Easy Learning. Это канал для тех, кто любит русский язык, русскую культуру, для тех, кто хочет изучать русский язык и говорить по-русски. Вы уже знаете русский алфавит, и вы знаете, что в русском алфавите есть согласные и гласные. Сегодня мы будем говорить о согласных, но не о буквах, а о звуках. Посмотрите, пожалуйста, в русском языке есть твердые и мягкие согласные звуки. Твердые – hard, мягкие – soft. Вы спросите меня, зачем вам нужно знать твердые и мягкие согласные? Я отвечу: для того, чтобы различать слова. Например, в русском языке есть слово «быть», 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 и есть слово «бить», «бить», «быть», «бить». Эти глаголы имеют абсолютно разное значение. Если вы произнесете эти глаголы неправильно, собеседник может не понять вас. Также очень важно различать твердые и мягкие согласные, потому что от этого зависит ваше произношение, как красиво вы говорите по-русски. Поэтому давайте начнем наш сегодняшний урок. Итак, мы уже сказали, что есть твердые согласные звуки и мягкие. Давайте посмотрим, какие твердые и мягкие согласные звуки есть в русском языке. Обратите внимание, что твердые и мягкие согласные могут быть парными и непарными. Что значит парные согласные? Парные согласные – это согласные, которые имеют пару, твердую и мягкую. Посмотрите, например, этот согласный звук «б», «б» – это твердый звук, «б», «б» – это мягкий звук, «б», «б». Давайте прочитаем все эти звуки. Твердые и мягкие, твердые и мягкие. Начнем сначала. Б, Б, В, 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 Г, 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 Д, 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 З, 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 К, 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 Л, 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 М, 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 Н, 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 П, 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 Р, 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 С, 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 Т, 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 Ф, 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 Х, 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 Х. Вы видите, что эти согласные мы произносим твердо, а эти согласные звуки мы произносим мягко. У них есть пара. Это согласная твердая и ее мягкая пара. Парные согласные. Также в русском языке есть непарные согласные. Непарные по твердости и мягкости.
Посмотрите, непарные согласные. Твердые. Эти согласные только твердые. Они не могут быть мягкими. Они не бывают мягкими. Да? Прочитаем их. Ж, ж, ш, ш, ц, ц. Эти согласные только твердые. И согласные Е, Ч, Ч, Щ, Щ. Эти согласные только мягкие. Как же понять, какая согласная твердая, а какая согласная мягкая? Как мы можем это понять? Давайте посмотрим сюда. Ребята, если вы видите после согласной гласные А, О, У, Э, И или твердый знак, может быть, согласная стоит в конце слова или перед другой согласной. Тогда это согласная твердая. Она будет твердой. Например, посмотрите на слово папа. Папа. Согласная п, п. После этой согласной гласная а. Это значит, что согласный звук п твердый. Папа. П плюс а показывает нам, что звук п твердый. Посмотрите на индикаторы мягких согласных. Как мы понимаем, что согласная мягкая? Посмотрите. Если после согласной вы видите гласные я, ё, ю, е, и или мягкий знак, это согласная мягкая, мягкая. Посмотрите на слово тетя, тетя. Согласный звук т. После буква ё. Вот она, буква ё. Она показывает нам, что согласный т мягкий. Тё, сё, тетя. И этот согласный тоже мягкий. Тетя. Хорошо. Давайте посмотрим на слово сын. Сын. Посмотрите. Согласный с. После мы видим гласный и. И. Это значит, что согласный с твердый. И значит согласный с твердый. Сын. Н это тоже согласный. Согласный стоит в конце слова. В конце слова, значит, он твердый. Сын. Сын. Посмотрите, как твердо мы произносим. Кот. Здесь то же самое. О, гласная О, значит, согласная К, твердая. Согласная Т, тоже твердая, потому что она в конце слова. Давайте пойдем дальше и посмотрим одно очень важное правило. Но сначала мы с вами прочитаем эти слоги. Ребята, читаем за мной. Читаем сверху вниз. Сверху вниз. Итак, я читаю, а вы повторяете. Ба, бя, ба, бя, ва, вя, ва, вя, ду, дю, ду, дю, но, нё, но, нё, ты, ти, ты, ти, мэ, ме, ме, жи, ши,
ча, ща. Обратите внимание, как мы читаем эти слоги. Жи, жи. После этого согласного вы видите гласную и, но согласный ж всегда твердый. Ж, жи, жи. Читаем жи, ши. То же самое здесь. Мы видим букву и, но согласный всегда твердый. Ши, ши. Ча, ча. Ща, ща. Так, и мы с вами сейчас посмотрим одно очень важное правило русского языка. Друзья, запомните, что согласные ж, ш мы пишем с буквой и. Нельзя писать букву и. Это неправильно. Только и. Жи, ши мы пишем с буквой и. Посмотрите, например, слово жить. Жить. Буквы согласные ч и щ мы пишем с гласной а. Ча, ща. Например, слово часто. Часто. И согласные ч и щ мы пишем с буквой у. У. Например, слово чудо. Чудо. Друзья, я надеюсь, что наш сегодняшний урок был полезен для вас, и вы узнали что-то новое. Если вы хотите больше уроков от Russian Easy Learning, пишите в комментариях. Друзья, благодарю вас за внимание. Всем пока-пока!